Владимир Путин покинул Северную Корею. За время своего визита Москва и Пхеньян договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Глава российского государства также заявил, что документ, в частности, предусматривает оказание помощи в случае военной агрессии против одного из участников. О возрождающемся Российско-Корейском союзе Александр Павлов. Ким Чен Ын, несмотря на раннее время, стоит на красной дорожке в столичном аэропорту и с серьезным выражением лица осматривает караулы в ожидании приезда Владимира Путина. Вот российский лидер спускается по трапу, и мужчины, словно давние друзья, обнимаются, а Киму даже удается рассмешить коллегу. На российском Аурусе Путин и Ким проехали по ночному Пхеньяну в сопровождении внушительного кортежа. Северокорейскую столицу к приезду российского президента начали готовить сильно заранее. И в городе, который и без того был будто списан из романов антиутопий, всюду появились портреты Путина. Сразу отправиться ко сну Ким своему коллеге не дал. Он еще провел небольшую экскурсию. Конечно, у себя как дома или в России он не может быть, но все же я думаю, что это ваше помещение. С недавних пор лучший друг трудового северокорейского народа и лично генерального секретаря приехал с двухдневным визитом. Эта поездка ответная. Товарищ Ким посещал Россию в сентябре прошлого года. Тогда он приезжал на фирменном бронепоезде. С тех пор страны активно укрепляют отношения и не упускают возможности обменяться комплиментами. Благодаря самоотверженному труду корейского народа под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым. Приятно на него смотреть. В основе дружбы, как утверждают недружественные для обоих государств страны, лежит обмен оружием и технологиями. Американский Госдеп говорит, что Пхеньян поставил Москве 1000 контейнеров с боеприпасами. Что получил Ким, не говорят даже в Вашингтоне. Возможно, речь идет о продовольствии, топливе и сырье. Россия и КНДР такие торговые связи отрицают. Переговорам предшествовала пышная церемония на главной площади Пхеньяна. Путина приветствовали в лучших традициях государства с социалистическим строем. И даже песню выбрали подходящую. Композиция эпохи Иосифа Сталина, написанная для культового фильма «Цирк». Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Узнаете, именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Ир Сена. Тысячи довольных людей с флажками, вновь гигантские портреты, только теперь с путинским соседствовал кимовский, а на одном из зданий выложенная российским и северокорейским флагами латинская буква «V», один из символов конфликта в Украине. КНДР – одна из немногих в мире стран, которая поддержала действия России. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. От переговоров в расширенном составе лидеры перешли к общению наедине. Именно там и должны решиться судьбоносные вопросы. Но публике остался только этот короткий диалог. Конечно, у нас в программе есть программа по прогулке на улице, но сейчас там очень жарко. Наконец, главный пункт программы – подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. За множеством канцелярско-дипломатических фраз, вроде «поставлены масштабные задачи» и «ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу», есть несколько важных пунктов. Один из них уточнил сам Путин. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. А еще лидер одной из 5 стран, входящих в Совбез ООН, прямо заявил, что Москва не исключает развитие военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, находящейся под санкциями той самой организации. Отношения между двумя странами вышли на уровень союзнических. Этот договор обеспечил правовую основу, на которой мы можем реализовать грандиозный план двух правительств и пожелания наших народов по созданию более сильных стран, обеспечивающих безопасность в мире и регионе.
На Западе этот союз вызывает серьезные опасения, ведь Россия может предоставить свои военные технологии изолированной КНДР, а еще помочь Пхеньяну в разработке его ядерной программы. И все это на фоне напряженности на Корейском полуострове. Хотя аналитики сомневаются, что Путин пойдет на передачу слишком чувствительных технологий своему корейскому другу. Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает очень тесную связь между Россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран. Это также показывает, что наша безопасность не носит регионального характера. Это более глобальная вещь. То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, и то, что происходит в Азии, имеет значение для нас. Для Кима, как говорят аналитики, этот визит – большой успех. Он повышает статус КНДР на внешней арене. В то же время агентство Рейтер отмечает, что по производству боеприпасов Россия вот-вот обойдет весь блок НАТО. Поэтому эта поездка – возможность показать, какой разрушительной силой может быть Москва в глобальных кризисах. Александр Павлов и Артем Прокопьев, RTVI. Северокорейский визит Владимира Путина обсудим в эфире RTVI. К нам присоединяется востоковед и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Роман Файншмидт. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Как сказал мой коллега ранее, Путин и Ким Чен Ын подписали новый документ о стратегическом партнерстве. На словах это звучит довольно громко, но вот что на самом деле он означает? Да, чуть-чуть подправлю. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть это даже, можно сказать, несколько выше. И, в принципе, это символический договор, который демонстрирует, можно сказать, один из наиболее высоких уровней взаимоотношений между государствами. И, соответственно, определяет направление, по которым эти взаимоотношения должны в принципе, развиваться. Но здесь мы будем достаточно осторожны, потому что очень много высказываний, насколько крепка дружба, и даже есть возгласы о создании союза, но будем осторожны. Подобный договор, например, существует между Россией и Вьетнамом с 2012 года. Но мы с вами знаем, что Вьетнам имеет несколько специфичную внешнюю политику и даже стремится развивать отношения с Соединенными Штатами. Опять-таки, договор действительно имеет громкое название, особенно когда речь заходит о КНДР, поскольку до недавнего времени это государство рассматривалось как официальное государство-изгой. Сейчас же мы видим, что и визит Владимира Владимировича, и, соответственно, заключение подобного договора, можно сказать, выводят эту страну в статус рукопожатных. Другое дело, не следует забывать, что договор все-таки в большей степени несет символический характер и, опять-таки, адресован не только КНДР в знак благодарности за четкую выдержанную позицию в российско-украинском конфликте, но и еще странам коллективного Запада о том, что Россия готова развивать отношения даже с такими необычными для мировой политики партнерами, как Северная Корея. Да, Роман, причем отдельно, если так перефразировать, еще одно высказывание сделал Путин. В частности, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Значит ли это, что Москва будет поставлять Северной Корее оружие в случае какой-нибудь войны? Здесь, опять-таки, мы должны быть очень осторожными формулировками. Вплоть до взаимоподдержки в условиях агрессии. Предыдущие договоры рассматривали возможность контакта в условиях агрессии. И тут мы тоже должны сделать небольшую ремарку. Что это за взаимоподдержка? Это отправка вооружений, это отправка вооруженных сил, это подготовка вооруженных сил КНДР или же обмен разведывательными данными. Опять-таки, формулировка крайне нечеткая. Мы не можем понять, что, в принципе, здесь обозначается. И я бы здесь отметил, что 10 лет назад подобная формулировка звучала бы совершенно по-другому. Точнее, имела совершенно иное значение. И, наверное, лет через 5-10, а может быть, даже какой-то другой промежуток, смысл этой формулировки может поменяться. Здесь давайте определимся так, что взаимоподдержка может быть даже включать просто осуждение агрессии по отношению к КНДР.
Данная ремарка со стороны президента Владимира Владимировича, я бы сказал, больше обращена в сторону Запада и, соответственно, Соединенных Штатов, которые очень часто критикуют северокорейский режим. И даже некоторые горячие головы в американской политике говорят о более жестких мерах по отношению к этому государству. Да, при этом, Роман, с другой стороны, на недавнем ПМЭФе Путин выразил надежду на восстановление отношений с Сеулом. Получается ли, что вот этим визитом можно ставить крест на какой-то гипотетической нормализации отношений? Что же вы все кресты хотите ставить? Да, такая у нас время такое, к сожалению. Вот. А давайте все-таки будем немножечко более оптимистичными. Прежде всего, мы говорим с вами о двух суверенных, хотя и конфликтующих государствах. Да, с самого недавнего времени КНДР уже обозначил в своем внешнеполитическом векторе, что не намерена на объединение в рамках единого корейского государства. Сейчас, в принципе, любые разговоры, любые проекты, связанные с объединением, они уже в рамках северокорейской политики уходят в прошлое. Не исключено, что и Южная Корея также к этому придет. Следовательно, мы можем видеть несколько изменяющиеся реалии на Корейском полуострове. Опять-таки, мы не можем пока говорить о снижении конфликтности в этой локации. Другое дело, то, что Россия в максимальной степени заинтересована в отсутствии конфликта, в снижении конфликта, отсутствии эскалации в своих юго-восточных рубежах. А здесь, следовательно, необходимо поддерживать отношения как с официальным Пхеньяном, так и с Сеулом. Да, это может звучать сейчас очень громко, поскольку с Сеулом отношения у нас очень сильно охладели с 2022 года. Но, опять-таки, среди всех недружественных, официально недружественных государств Сеул у нас отличается наименьшей враждебностью. И, опять-таки, ремарка президента России в Петербурге как раз демонстрирует, что Россия увидела эту недовраждебность, и она ценит это. А следовательно, если реалии несколько изменятся, связанные с динамикой российско-украинского конфликта, то отношения между Россией и Южной Кореей могут быть возобновлены и даже улучшены. То есть не забываем, что Южная Корея также заинтересована в наличии диалога с Россией, поскольку Россия имеет рычаг давления на Северную Корею. Специфичный рычаг, но в КНДР, как ни странно, к России всегда относились очень-очень тепло. В отличие от Китая, кстати. То есть вы считаете, что Сеул на этот визит никак не ответит, грубо говоря, просто промолчит? Нет, промолчать в такой ситуации будет как-то то есть что-то серьезное, делать не будет, я имею в виду. Да, вы меня правильно поняли. Опять, конечно же, будут демонстративные жесты. Опять-таки, скорее всего, будет осуждение со стороны официального Сеула, поскольку, не забываем, все-таки Сеул рассматривает эту территорию как часть своей собственной. Не забываем о существовании управления 5 северных провинций и Министерства объединений. Соответственно, Россия развивает отношения с государством, которое Южная Корея не признает и рассматривает как часть собственной территории. Но следует помнить, что Москва все-таки имеет важную роль в рамках корейского конфликта. И, следовательно, любые резкие движения против Москвы могут стоить очень дорого Южной Корее. И, скорее всего, Южная Корея может громко заявить, опять-таки используя дипломатические ходы, но следует помнить, на какие-то жесткие шаги Южная Корея, прошу прощения, вряд ли пойдет, поскольку в этом необходимости нет. Мы должны помнить, что текущая встреча, она носит символический характер, и, следовательно, ответ Южной Кореи также должен быть символическим. Роман, а как Китай может отреагировать на этот визит Путина в Пхеньян? Все-таки не видели там угрозу, что КНДР уходит больше в сторону России, а не Китая? Видеть угрозу в развитии отношений между странами, имеющими
несколько схожие, достаточно схожие внешнеполитические интересы, несколько странно, скажу прямо, но некоторые горячие головы говорят о том, что КНДР является таким вассалом Китая, и, следовательно, развитие отношений между Пхеньяном и Москвой вот уже такой камень в китайский огород. Здесь я должен подчеркнуть, что ситуация намного сложнее. Да, КНДР очень сильно зависит от Китая. И политически, и в особенной степени экономически. Больше 90% товарооборота приходится на Китай. Но КНДР уже долгие годы стремится сохранять свою субъектность в рамках мировой политики. А это предопределяет необходимость развития связей с другими игроками. В частности, самый яркий пример, конечно же, сейчас с Россией, но я бы еще подчеркнул Монголию. И последний год просачиваются сведения о попытке развития диалога между КНДР и Японией. Соответственно, связи между Пхеньяном и Москвой для Китая, конечно, являются показателем того, что КНДР стремится быть более самостоятельным, и Китаю, кстати, не всегда это нравится. Но в данном случае выступать против не имеет смысла, поскольку, да, страны сближаются из-за причины, которую Китаю понятна. Это Да, Роман, спасибо большое. Востоковед и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Роман Файншмидт был в эфире RTVI.